Всем привет! Сегодня у меня на обзоре игровой монитор с быстрой IPS-матрицей. Модель монитора MSI Optix G241. Разрешение Full HD, диагональ 23,8 дюйма. Тип матрицы, по неподтвержденным, но похожим на правду данным, IGZA. Это одна из разновидностей IPS-матриц, представлена в 2012 году компанией Sharp, в то время как классическая IPS-матрица была выпущена еще в 1996 году. Отличается повышенным быстродействием и энергоэффективностью. Максимальная частота обновления 144 Гц. Есть поддержка FreeSync. В комплект поставки монитора входят HDMI кабель, документация, внешний блок питания, заглушка для кронштейна, ножка и подставка. Пока мы не собрали монитор, посмотрим на входы. Они расположены не слишком удобно. Первый слева разъем питания, затем два входа HDMI, вход DisplayPort и выход на наушники. Что очень кстати, не нужно будет тянуть кабель от системного блока. Небольшой красный джойстик слева используется для навигации в меню, что намного удобнее, чем управление кнопками. Сборка монитора не представляет трудностей. Сначала прикручиваем ножку к корпусу дисплея. Затем прикручиваем подставку. Подставка металлическая и довольно тяжелая. Монитор стоит устойчиво, не скользит, так как на подставке есть небольшие резиновые ножки. Из регулировок есть только регулировка наклона дисплея. Кратко пройдемся по пунктам меню. В верхней части всегда отображается текущее разрешение, частота кадров, режим, статус FreeSync и активный вход. Основной раздел меню «Игры». Здесь можно выбрать 4 игровых режима. Остановимся на них подробнее. Первый – шутеры. Самый забавный режим. Здесь часть цветов просто обесцвечивается, в основном зеленые оттенки и часть голубых. Также повышается четкость картинки, отдельные пиксели начинают просто бросаться в глаза. В темных сценах картинка начинает восприниматься чуть лучше. Когда я зашел в Fortnite в этом режиме, я подумал, что начался какой-то ивент. Настолько игра изменилась внешне. В режиме гонки, наоборот, цвета становятся, что называется, вырвиглазными. Плюс еще сильнее задирается резкость. В режимах стратегии и ролевые игры изменения не особо заметны. Просто какие-то незначительные корректировки в цветах. Следующий пункт меню – система ночного видения. Здесь монитор просто добавляет яркость, чтобы темные сцены в играх выглядели более комфортно. Вот небольшое сравнение настроек в темной сцене. Без ночного видения, обычная настройка, высокая, максимальная, AI. Я так понимаю, это какая-то интеллектуальная система подсветки темных участков. И снова без ночного видения. В принципе, режим может быть полезен, особенно в шутерах. Время отклика – это управление разгоном матрицы для уменьшения смазывания в быстрых сценах. Большой разницы между режимами я не заметил. Пункт уменьшения смазывания – это особый режим, о нем я расскажу отдельно. Здесь задействуются особые настройки для минимизации именно этого эффекта. При этом выключаются опции FreeSync, управления яркостью, HDCR и время отклика. Если вы попытаетесь изменить связанные настройки, этот режим автоматически выключится. Пункт частота обновления постоянно выводит значение текущей частоты на монитор. Позицию вывода можно выбрать. Будильник позволяет запустить таймер обратного отсчета в выбранную позицию. Время можно настроить вплоть до секунд. Когда таймер доходит до нуля, ничего не происходит, он просто висит, пока его вручную не отключишь. Функция может быть полезна, если у вас ограничено время на игры, а сворачивать окно каждые 5 минут не вариант. А так напоминание перед глазами. Экранный помощник – это просто прицел, накладываемый на изображение. Если в игре прицел отсутствует, это вариант. Последний пункт – включение FreeSync. Далее идем в профессиональный раздел меню. Про режимы – это просто компиляция из отдельных опций. Честно говоря, не знаю, зачем они их сделали. Теперь по отдельным опциям. Забота о глазах – уменьшение синего света для меньшей усталости, из-за чего изображение становится желтоватым. Сейчас эта функция есть везде, но вот есть ли от нее польза, не знаю. HDCR – увеличение контрастности изображения. Уменьшение смазывания уже было в предыдущем меню. Улучшение изображения – это повышение резкости. Мелкие контрастные линии начинают выглядеть более четко, но в целом изображение становится, что называется, перешарпленным.
Сейчас вы видите примеры действия этой настройки, но на видео сложно передать детали из-за муара. Но думаю, подход более-менее понятен. В меню изображения можно настроить яркость, контрастность и резкость. Есть предустановленные настройки цветовой температуры, но обычная выглядит более естественно, как по мне. При необходимости можно настроить каждый цвет отдельно. Можно сжать размер экрана до пропорции 4:3. Возможно, это пригодится для очень старых игр типа Diablo, третьих героев и так далее, где нет поддержки современных разрешений. Далее идет выбор источника сигнала. Также можно настроить джойстик, чтобы он выводил быстрое меню по нажатию вверх, вниз, влево или вправо. В настройках монитора можно выбрать ряд служебных параметров. Если включить вывод информации на экран, это выглядит вот так. На этом с меню закончим и проведем несколько тестов. Начнем с яркости. На этой диаграмме показана зависимость уровня яркости в канделах на квадратный метр от настройки уровня в меню. Как видите, зависимость линейная. Максимум 251 кандела на квадратный метр. Комфортный уровень для работы в обычных условиях лично для меня это примерно 180 кандел на квадратный метр или 70% яркости. Подсветка матрицы у монитора равномерная, гораздо лучше бюджетных моделей, но не всегда. В частности, подсветка выглядит по-разному на разной частоте обновления экрана. Вот сравните 60 Гц, 120 и 144. Четко видно уменьшение яркости центральной части экрана на 144 Гц. Субъективно кажется, что углы стали ярче, но нет, темнеет именно центр. Вероятно, на высокой частоте кристаллы чуть хуже пропускают свет, что и приводит к усилению неравномерности. Особенностью IPS-матриц является то, что черный цвет всегда выглядит как темно-серый. В данном случае это очень хорошо заметно. Также, несмотря на матовое покрытие экрана, на нем заметное отражение. В некоторых ситуациях это может бросаться в глаза, например, в очень темных сценах. Цветопередача у монитора отличная. Я проводил замеры на частоте 60 и 144 Гц. Темные оттенки серого соответствуют эталону, в то время как в светлых оттенках присутствуют некоторые отклонения. На графике относительно яркости видно, что по умолчанию несколько завышен уровень синего цвета. Среднее значение ΔE 1,8, что очень хорошо. На частоте 144 Гц разница в уровне RGB каналов уже чуть больше, а среднее значение ΔE уже 2,79, но это все равно очень неплохо. Отклонения в основных цветах 3,18 на частоте 60 Гц и 3,38 на частоте 144 Гц. Среднее отклонение в дополнительных цветах уже чуть выше на частоте 60 Гц, 4,22 против 3,13. Также нельзя однозначно сказать, что на высоких частотах обновления цветопередача хуже. Просто показатели слегка меняются. На диаграмме цветности четко видно, что диапазон отображаемых цветов заметно больше, чем диапазон sRGB. Отмечу, что в синих оттенках отображаемый цветовой диапазон немного не попадает в треугольник sRGB, поэтому процент охвата именно sRGB будет меньше 100%. Более точные измерения при калибровке показывают, что объем цветного диапазона составляет 122% от sRGB, то есть это все цвета, которые монитор может отобразить. Соответствие цветовому диапазону sRGB 97,6%. Отображение градиентов плавное, без заметных ступенек. В очень светлых и очень темных оттенках градации четко различимы, вплоть до разницы между уровнями 255 и 254. Углы обзора, как и у любого монитора с IPS-матрицей, отличные. При больших значениях происходит небольшое выцветание изображения, что в принципе нормально. На мой взгляд, с цветами тут все отлично. В принципе, данный монитор можно использовать даже в профессиональной фотографии, естественно после калибровки и тонкой настройки. Далее измерим скорость отклика матрицы. Уже тот факт, что матрица поддерживает частоту обновления 144 Гц, говорит о ее высоком быстродействии. Производитель гордо заявляет о времени отклика в 1 миллисекунду (MPRT) или Moving Picture Response Time. Это время, в течение которого текущее изображение полностью гаснет и далее заменяется следующим кадром. Как правило, жидкокристаллические мониторы не гасят все пиксели, а просто заменяют предыдущий кадр следующим, и на экране всегда как бы два изображения, одно гаснущее, другое появляющееся. В этом случае показатель MPRT не может быть меньше времени кадра, в нашем случае это 1/144 секунды или 7 миллисекунд. Полное гашение пикселей между кадрами происходит у мониторов с электронно-лучевой трубкой, именно поэтому на LT мониторах никакого смаза нет и в помине. Для примера давайте посмотрим на мой старый, но не совсем бесполезный ALT монитор с частотой кадров 85 Гц. UFO-тест в замедленной съемке со скоростью 240 кадров в секунду выглядит вот так. Скорость съемки не очень высокая, но все равно видно, что в момент прохода луча и появления новой картинки старая уже практически не видна, никакого смаза не заметно.
Кстати, из-за этого LT-мониторы постоянно мерцают, но мы этого не замечаем из-за высокой частоты. Субъективно, при работе за LT-мониторами глаза уставали быстрее, как мне кажется, именно из-за мерцания. Теперь посмотрим на наш монитор при частоте кадров 144 Гц и минимальном времени отклика, установленном в настройках. Думаю, достаточно четко видно, что смена картинки не происходит мгновенно, о чем я и сказал выше. Исчезновение старого кадра происходит вместе с появлением нового, и он всегда слегка двоится. MPRT здесь 7 миллисекунд, не меньше. Тогда почему производитель указал 1 миллисекунду? Все дело в хитрой технологии, придуманной производителями, когда между основными кадрами видео вставляется черный кадр. В этом случае каждый кадр отображается отдельно, примерно как в LT-мониторах, и смаз исчезает. Компания MSI как раз применила похожую технологию. Для ее включения необходимо выбрать пункт меню уменьшения смазывания. Давайте это и сделаем. Вы заметили, что на экране появились небольшие мерцания. Вживую глаз этого не замечает, но на видео это хорошо видно. При замедленной съемке получается вот такая картина, похожа на мельтешение каких-то красных полос. Просто 240 кадров в секунду недостаточно, чтобы в деталях заснять работу монитора в таком режиме. Если сделать фото с очень короткой выдержкой, то мы увидим, что между отдельными кадрами весь экран как бы окрашивается в красный цвет. На самом деле это принудительно выключаются все субпиксели синего и зеленого цветов, а красные остаются. Визуально это похоже на движение красной полосы по экрану, ведь пиксели даже в жидкокристаллическом мониторе переключаются не одновременно, а последовательно сверху вниз, примерно как в LT-мониторе. Просто обычно это незаметно, так как они не гаснут между кадрами, а просто меняют цвет. Эта технология действительно визуально уменьшает смаз. Это отлично видно, когда быстро крутишь головой в игре. Окружающие предметы при движении остаются вполне четкими, по крайней мере заметно четче, чем в обычном режиме. К сожалению, проверить, какое время уходит на гашение пикселей у меня не получится, так как для этого нужно снять экран с частотой как минимум в 1000 кадров в секунду. Могу только подтвердить работу технологии субъективными впечатлениями. Теперь о побочных эффектах этого режима. Во-первых, яркость монитора снижается примерно до уровня 50%, и это объяснимо. Если половину времени кадра мы видим только красные субпиксели, очевидно, что общая яркость уменьшится. Плохо, что у монитора нет запаса по яркости. Мне изображение в таком режиме казалось темноватым. Второе, отключается функция FreeSync. Я думаю, что если частота кадров в таком режиме начнет изменяться, это приведет уже к заметному мерцанию картинки, поэтому производитель и отключил эту опцию. Третье, естественно, что при наличии дополнительных красных кадров цветопередача нарушается. Работать с цветами в таком режиме явно не стоит, он только для игр. Четвертое, отключаются игровые режимы и прочие улучшайзеры. Режим работает как есть из коробки, при попытке включить какие-то иные опции он просто отключается. Ну и пятое, возможно, но не обязательно, в этом режиме будут сильнее уставать глаза. Мерцание хоть и высокочастотное, но присутствует. Этот вопрос пока открыт. Кстати, в обычном режиме никакого мерцания подсветки нет даже при съемке видео. Тут используется технология Flicker Free или что-то в этом роде. То есть с одной стороны с мерцанием подсветки мы боремся, но мерцание самих кадров добавляем, чтобы бороться со смазом. Вот такая загогулина. В общем, режим неоднозначный и только для игр. Лично мне достаточно обычного режима работы на 120 Гц с включенным фрисинком. Итак, что можно сказать в итоге? Монитор отличный, серьезных претензий у меня к нему нет. Высокая частота, отличные цвета, фрисинк, наличие разных игровых режимов, сплошные плюсы. Небольшой минус – это неравномерность подсветки на 144 Гц, решается переходом на 120 Гц. Также есть неоднозначный игровой режим с уменьшением смазывания и маркетинговый отклик матрицы в 1 миллисекунду. Но еще немного мне не хватает подставки с регулировкой по высоте, могли бы на этом и не экономить. На этом у меня все, благодарю за внимание, всем пока.